хороших выходных после сессии, выполнения всем домашнего задания. И приглашаю нашего первого спикера, отличного мотиватора, интереснейшего человека, который делится с нами не только своими знаниями, но и своей энергией. Я приглашаю Драгоса Станча. Драгос. Здравствуйте. Передаю всем привет из Италии, всему миру, всем тем, кто нас слушает. Поставьте мне плюсики, те, кто меня хорошо слышит. Замечательно. Да, я вижу даже чье-то чао. Да, для тех, кто меня не знает, я хотела бы представиться. Меня зовут Станчо Драгос. Я представитель президентского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, лидер потребительского сообщества NEMI в Италии, сертифицированный тренер мастер-профи, ведущий гений финансов, член ассоциации «Генералы мира за мир», предприниматель, спикер и профессиональный инвестор. С этой точки зрения, касаясь непосредственно инвестиций, самая важная инвестиция, самая первая инвестиция, которую я сделал, это была инвестиция в мою структуру. Поставьте мне плюсики, те, кто понимает, что наша структура, наша сеть действительно очень важна. Замечательно. Я вижу, что вы все разделяете мое мнение. И переходим к следующему слайду. До того, как начать наше интервью, я хотела спросить у вас совета. Так как сегодняшний день очень значительный, и мы должны поговорить на такие длительные темы, люди, которые сейчас будут говорить с нами во время интервью, я попросила бы вас о том, чтобы вы соблюдали временные рамки, максимум по 5 минут на каждого. И тогда мы сможем поговорить со всеми. Сейчас я хотела бы поговорить с кем-то, кто выразит бы свою обратную связь. И, как обычно, вы должны представиться, ваше имя, фамилия, откуда вы, ваш статус в компании. Пожалуйста, кто-то уже, может быть, хочет со мной поговорить. Давайте дадим такую возможность кому-то. Испаноязычный наш друг из Перу. Да, хорошо. Я очень рад, готов вас слушать. Меня зовут Людвиг, я из Перу. И на данный момент я агент. Я совсем недавно зашел, но начал уже делать сеть в августе. И на самом деле я столкнулся с тем, что я совсем новичок в этом, и первый раз в жизни занимаюсь маркетингом мультилевел, многоуровневым, поэтому для меня это что-то абсолютно новое.
И мне кажется, что в этом случае было очень правильным решением с моей стороны присоединиться к марафону, потому что он дает полное представление, то есть я буду знать от и до, как это делается, как делается многоуровневый бизнес. И на самом деле я еще не сделал много клиентов, не пригласил, но те, кого я пригласил, они инвестировали значительные суммы, и это мое самое большое достижение сейчас, считаю так. И моя рекомендация – это, если ты новичок, и если ты начинаешь с нуля, ты должен прилагать усилия и очень прислушиваться к людям, которые знают очень много в этом. Большое спасибо вам за внимание. И еще очень важно делать ваши домашние задания. Потому что в ваших домашних заданиях было как раз вот это задание. Увеличить вашу первую линию, то есть провести рандеву, провести встречи, поработать над своим листом контактов. И вот это, если бы вы сделали, вы бы, конечно, смогли еще кого-то привлечь в наш бизнес. Спасибо тебе за твою обратную связь. Давайте послушаем еще кого-то. Большое спасибо, Драгош. Огромное спасибо всем коллегам. Большое спасибо. Спасибо. Может быть, мы послушаем кого-то еще. Николай Пятин, можно говорить? Николай. Доброго времени пожаловать, суток. Николай. Меня слышно? Да, мы слышим вас хорошо, говорите. Отлично. Николай Пятин, лидер-менеджер по программе NEMI. Вот. И я хочу маленькую такую историю рассказать, которая как раз относится вот, к интересному моменту. Значит, я попал чисто случайно, ну как, случайности не бывает в жизни, но так получилось, что мне дали ссылку, я неделю не мог, просто игнорировал. А потом пришли и сказали, ну что, ты ходил? Заходил, узнавал, я говорю, нет, ну сегодня обязательно. Зашел. Это было декабрь 2015 года. И когда увидел образование, которое там находится, а там очень классное, очень мощное было образование, я начал изучать. И буквально через 2 месяца у нашей семьи появились деньги для инвестирования. Мы соблюдали всего-навсего 2 первых правила из 8 правил частного инвестора. И с того момента мы с женой, а мы работаем в этом бизнесе, представляем Крым, город Симферополь. И я хочу сказать, что вот эти 8 правил частного инвестора нам дают возможность именно каждый месяц, выполняя вот последние 2 правила из 8, ну, я имею в виду все, мы соблюдаем, потому что с того момента, где-то с конца 2017 года мы начали вести учет расходов и доходов, окончили 4 раза мастер-профи, везде вдвоем участвуем, если кто нас знает. Вот. И вот 8 правил частного инвестора – это действительно фундаментальные знания, которые дают вот такой толчок. Также мы не один раз уже высчитывали свои проценты, и для интереса просто мы в среднем посчитали, сколько мы инвестировали, и вот взяли среднюю сумму в месяц и посчитали, сколько через 10, через 20, через 30 лет будет. Очень захватывающая эта штука такая, и я всем советую вот выполнять все вот эти задания. Вот для меня марафон, я очень рад, что я опять с женой мы участвуем, вот, и очень рад, что вот это, стимул вот этот есть. И выполняя даже 2-й раз одно и то же, все равно как-то вот себя. Но для меня лично вот
ну, может, возраст, не знаю, может, вообще натура такая, сильно большой темп для меня. Я чуть-чуть с задержкой это все делаю. То есть мне надо осознать это все, потом сделать вот так вот. Ну, а вообще в целом супер. Я всем советую новичкам и даже этим новеньким участвовать в этом. Кроме этого, кратенько скажу, что мы постоянно, почти каждый день у нас идут презентации в офисе, кто бы ни был, даже не из нашей команды, мы работаем полностью со всеми. Вот. Ну, а также рандеву и все остальное. Так что всем удачи, я всех вас поздравляю и успехов. Все. Спасибо большое вам, Николай, за то, что вы поделились своим опытом. Спасибо за ваш совет, как раз вот этот по выполнению домашнего задания. Спасибо за то, что вы озвучили результаты, которых вы достигли. И спасибо, что вы подчеркнули важность того, что нужно все знания прилагать на практике и воплощать в жизнь. И тогда вы будете иметь возможность почувствовать вот эти необходимые эмоции, которые почувствовали и вы, когда заполняли свою таблицу. Теперь мы переходим к следующему слайду. И как раз поговорим здесь о контроле домашнего задания. И хотел бы поговорить еще с одним нашим участником. Может быть, какая-то страна, с которой мы еще никогда не разговаривали. Я был бы очень рад послушать кого-то из Южной Африки, например, ну, может быть, из Индии. Давайте посмотрим, кто хотел бы подключиться к нам и к нашему интервью. Есть у нас какие-то желающие? У нас есть желающие из Вьетнама, говорят. Замечательно, это как раз то, чего мы хотели. Добро пожаловать. А расскажите, пожалуйста, как вам удалось справиться с домашним заданием прошлой нашей сессии? У нас есть связь, нас слышно? Пока еще. Я хотела бы спросить у вас всех. Поставьте, пожалуйста, оценку от 1 до 10. Как вам кажется, насколько важна капитализация и вот эти сложные проценты, насколько они важны? Итак, у нас есть спикер из Вьетнама, из Куамин провинции. Я Замечательно. узнал о компании в августе 2019 года. Сейчас я занимаю ранг топ-менеджера. Я рассчитал капитализацию вручную на бумаге. И мне понадобилось для этого довольно много времени. Но мне очень понравилось это задание, и я пришел в восторг от той цифры, которую я получил. И
если бы у меня были эти знания 30 лет назад, я бы сейчас был сказочно богат. Этот марафон действительно великолепное мероприятие, и домашнее задание еще более великолепное. И я не просто выполняю домашнее задание в одиночку, я это делаю со своими нижестоящими. Большое спасибо за то, что выслушали меня. Да, спасибо большое. Что-то Драгос хочет спросить. Мы хотели спросить, какие ты ощутил эмоции, когда ты закончил считать капитализацию при ставке 12% сложных процентов? Ну вот в первом году так, теряем связь. Так, у нас был 1% в месяц, помните? У меня получилось 204 юнита. А при 3% в месяц у меня получилось 258. И с каждым последующим годом доход становился все больше и больше. И я видел, как цифры растут и растут. Это как танец, танец цифр. И мне очень понравилось это задание. Большое спасибо. Спасибо вам большое. А сейчас я не хотела бы отнимать время у нашей очень важной темы, вот этого действительно важного инструмента, который позволяет нам достигать нашей финансовой свободы. И я называю это таким водопроводом. Ребят, еще, если есть у нас время, простите, я перебиваю, у нас есть желающие из Индии. Есть у нас время послушать желающего из Индии? Хорошо, но это должно быть краткое выступление. Хорошо, сейчас подсоединимся. Одну секунду, подождите, пожалуйста. Будет все очень-очень быстро. Давайте пока. Значит, меня зовут Рамеш Кумар, и я из Савьяны. Прямо сейчас я посещаю, присутствую как бы на этом семинаре из Орисы. Да. И я сейчас вместе со мной 20 человек, мы вместе слушаем этот марафон, и трудности, с которыми
мы столкнулись, на самом деле не такие уж и сложные, потому что все люди заряжены энтузиазмом и восторгом. Они с удовольствием выполняются все домашние задания. Очень многому я научился в плане капитализации благодаря марафону, а также понял, что можно инвестировать в различные инвестиционные инструменты, и также доходы могут расти в разных секторах. И сейчас все наши люди из нашей команды откладывают по 10%, и мы используем расчет капитализации, чтобы определить, насколько высоко будут расти наши доходы. Замечательно. Я очень рад тому, что вы действуете именно таким образом. И вы такая большая группа, которая вместе слушаете этот марафон, верно? Поэтому вот сейчас на следующем слайде я покажу вам, почему именно вот наш мультилевел так важен для того, чтобы иметь хорошие заработки. И почему он может быть важным инструментом ваших инвестиций. Замечательно. Благодарим наших партнеров из Индии. Итак, что же такое многоуровневый краудинвестинг? Когда я познакомился с этим термином первый раз, я действительно остался очарован. Потому что для меня это была абсолютная новость, для меня это была неизведанная область. Я имел представление о многоуровневом бизнесе. Но когда я понял вот этот принцип крауд-инвестинга, я сразу же понял принципиальную разницу между двумя этими бизнесами. И я решил как раз в этот момент, что я буду этим заниматься, и я буду работать именно с этой компанией. Я не хочу работать с традиционной компанией многоуровневой. И я в 2016 году как раз узнала о том, что существует многоуровневый крауд-инвестинг. И эта компания представила мне абсолютно новую систему. И я начал сравнивать эти два бизнеса для того, чтобы хорошо понять, в чем же их принципиальная разница. В традиционном многоуровневом бизнесе вы можете достичь какого-то большого уровня, вы можете продавать все, что угодно, какой-то сервис, какой-то продукт, но вы никогда не станете совладельцем этого проекта. И вот здесь это принципиальная разница. Мне как раз объяснили, что в многоуровневом крауд-инвестинге, даже не доходя до каких-то высот в компании с самого начала уже, я мог стать совладельцем компании. И поэтому для меня это было большой, значимым таким фактором, который как раз мотивировал меня на 100% заняться именно бизнесом этой компании. Многоуровневый крауд-инвестинг
И в этом его потенциал. Переходим к следующему слайду. Если мы должны поговорить о том, какие же рынки объединяет бизнес МКИ, самая главная и самая умная вещь, которая была сделана в этой системе, это как раз создание глобального инвестиционного портфеля, где и внутри которого есть много разных проектов, куда как раз инвестирует компания. И тут я понял, что и чего же именно я становлюсь совладельцем. И мои вопросы, которые я задавала своим лидерам, были следующими. Насколько же рынков мы сможем выйти, сколько рынков доступно этому бизнесу. И мне объяснили, что в этом портфеле у нас есть 20 сегментов рынка, 20 секторов. И в каждом из этих сегментов у нас могут быть еще какие-то подразделения, еще другие проекты. И наш инвестиционный портфель – это диверсифицированный инвестиционный портфель. У нас есть Sushi Master, Shikart, UGPay, бриллианты, золото, криптовалюту. У нас есть рестораны, у нас есть гостиницы. И много-много различных направлений бизнеса. И это дало мне возможность вырасти. Именно даже с эмоциональной точки зрения, потому что в нормальной жизни любого простого человека для того, чтобы стать совладельцем такого количества предприятий, ты должен вложить огромное количество денег. А вот это как раз, вот эта особенность нашего бизнеса, который мы создаем, инвестиционный глобальный портфель, который объединяет много секторов и дает возможность всем легко и доступно, имея любое количество денежных средств, на любой карман найти свой проект и подключиться к нашему бизнесу. И если мы будем говорить о бонусах, потому что в моем случае у меня совсем не было денег вначале для того, чтобы иметь возможность инвестировать. И я беспокоился. Я хотела стать частью этого значительного, огромного проекта. Я хотела изменить свою жизнь, но я не знала, как этого можно достичь, как это сделать. И мне объяснили вот этот план маркетинговый. И мне сказали, ты можешь работать с нашим предприятием, с нашей компанией, ты можешь зарабатывать, ты можешь быть совладельцем нашего инвестиционного портфеля. И доходность вот этого нашего глобального инвестиционного портфеля будет также частично и твоей. У тебя будет процент. И это будет пожизненный процент. И я тогда сказала, боже мой, это замечательная возможность для меня. И я начал изучать маркетинговый план. Переходим к следующему слайду. И я покажу вам сейчас кратко, насколько легко достичь успеха. Я дам вам ключ к успеху и объясню вам, как достичь действительно высот
в нашем бонусном плане. Когда мы только знакомимся с этим бизнесом, вы становитесь партнером. И вы должны инвестировать, сделать личный вклад на сумму $200, 200 юнитов. А для того, чтобы стать агентом, вы должны привлечь в вашу первую линию 2 новых партнеров, которые тоже смогут сделать хотя бы минимальный вклад на $200, на 200 юнитов. Но что же сделал я? У меня не было много денег, у меня вообще не было свободных денег. Но я был очень голоден, я хотел быстро зарабатывать. И мои первые 2 партнера, я сразу же замотивировал их купить курс Мастер Профи, который тогда стоил $3500. И если вы видите, вот эту вот первую строчку, я заработал сразу же 8% от этой суммы на своих 2 клиентах. Соответственно, во второй линии я научил их, что они должны сделать для того, чтобы заработать так же, как это сделал я. И они тоже заинтересовались, они, конечно же, тоже хотели заработать. Агент зарабатывает 8% от личной продажи, 7% от продажи во 2-м уровне и 4% от продажи в 3-м уровне. Кроме того, идут также начисления баллами на токены CRU. Поэтому вы можете зарабатывать в зависимости от тех пакетов, которые ты сможешь продать, от 50 до 300 юнитов, и ты уже становишься агентом. А на следующем слайде вы увидите действительно ключ к успеху. Потому что ранг консультанта – это действительно очень важный ранг, один из самых важных. Для того, чтобы иметь возможность достичь ранга консультанта, я сделала личный вклад на сумму 500 юнитов, и мне нужны были 4 агента, которые должны были быть на разных 4 линиях, в 4 структурах. 2 должны были быть привлечены лично, и 2 могли быть уже в глубине структуры, на какой-то другой линии. И я понял, что, научив их работать с 4 людьми и научив этих 4 людей делать то же самое, что делаем мы, то есть поставив перед ними цель стать консультантами уже, я бы смог достичь максимальной квалификации, максимального ранга нашего бонусного плана, нашего плана маркетинга. И я начала зарабатывать, потому что все мои агенты начали уже работать. И я зарабатывала 7% от продажи на 2-м уровне, 5% от продажи на 3-м уровне, 4% от продажи на 4-м уровне и 3% от продажи на 5-м уровне. И здесь я узнал, что есть еще один прекрасный сюрприз, что из ранга консультанта, даже если бы я уже никогда не работала с моей структурой, а структура сама растет, конечно же, со временем, у меня будет в любом случае доход в глубину, который будет варьироваться от 2% до 3,5% продаж
до 6 уровня и до бесконечности. Таким образом, я буду получать еще и бонусы в юнитах и также баллы на токены CRU. Это второй бонус. И это дало мне возможность получать зарплату, которая уже была примерно от $300 до $1000. И подумайте, что этот результат, я как только понял весь этот механизм, я достиг его сразу же за 1 неделю. И точно так же я все это объяснил моим агентам, для того, чтобы они смогли понять вот весь этот потенциал нашего маркетингового плана. И, конечно, они тоже хотели иметь такие же заработки, как у меня. На следующем слайде вы увидите, что такое менеджер. Так вот, у менеджера должны быть 2 консультанта в его первой линии и еще 2 консультанта в глубине структуры. И я уже хорошо зарабатывал, и я уже достаточно легко позволил себе личный вклад на сумму 1000 унитов. И я понял, что когда я достиг ранга менеджера, что мой процент в глубину уже увеличился очередной раз. И теперь это уже было от 4 до 5,5%. И это еще дополнительно увеличивало мои доходы. И самое важное, то, что я понял благодаря также моим заработкам, намного увеличившимся, я также понял, что сейчас я могу вписывать людей и в мою первую линию. И это дает мне возможность увеличивать все больше мои заработки и мой процент. И, конечно, в этом ранге я уже имел возможность зарабатывать от 1000 до 10 тысяч долларов в месяц. И когда ты уже находишься на этом уровне, тебе становится интересно, сможешь ли ты перейти на следующий уровень. И на следующем слайде вы увидите вот этот следующий ранг, лидер-менеджер. Здесь ты должен сделать личный вклад на сумму 2500 юнитов. Но я уже достаточно много заработал. И я уже, конечно же, сам по своей собственной инициативе купил себе значительные, интересные, дорогие образовательные курсы. То есть я по своей инициативе уже превысил эту сумму необходимую. Мои 2 менеджера, которые были в моей структуре, которых я привлек лично, то есть мои консультанты, они уже стали менеджерами, то есть это как раз были те менеджеры, которых я привлек лично. И, конечно же, в глубине моей структуры люди тоже выросли, они тоже стали менеджерами. И они дали мне возможность вырасти до ранга лидер-менеджера. Так вот, лидер-менеджер зарабатывает уже от 6 до 7% с продаж в 6 уровне и до бесконечности. И также он зарабатывает баллы на токены CRU. И здесь вы имеете возможность зарабатывать от 5000 до 20 тысяч долларов в месяц. Потому что мы уже наладили вот этот вот механизм, о котором я вам говорила с самого начала. То есть от консультанта мы учим всех наших людей
как дуплицировать всю эту систему, как ставить перед ними цели, стать консультантами. Если я вырос и стал менеджером, значит, они тоже хотели достигнуть моего статуса. Если я стал лидер-менеджером, значит, и они хотели уже зарабатывать так же, как и я. И вот теперь мы переходим к следующему слайду. Мои менеджеры стали лидер-менеджером, и я уже, даже почти не прилагая к этому усилий, стал топ-менеджером. Здесь мы тоже говорим о 4 линиях, поэтому важно здесь тоже иметь 2 лидер-менеджера, привлеченных лично в первой линии, и еще 2 нам нужны в глубине структуры, может быть, не напрямую, но через кого-то. Очень важен личный вклад, потому что чем больше ты вкладываешь в свое образование, чем больше курсов образовательных ты проходишь, тем больше у тебя в руках инструментов, которые дают тебе возможность достигать твоих целей, идти вперед, идти выше. Я никогда не пропустил ни одного курса, ни одного события, которое проводила наша компания, потому что я всегда хотела зарабатывать больше. И от топ-менеджера я узнал, что в этом статусе топ-менеджера, кроме того, что я зарабатываю все больше на моей структуре, потому что я сейчас уже имею от 7,5% до 7,8% с продажи. Я опять же зарабатываю все больше и больше баллов на токены.ру. И тут я увидел, что моя зарплата, то есть мой ежемесячный доход, который раньше был $5000, теперь может достигать уже $50 000. И я спросил себя, так что же будет на следующем уровне? И когда я узнал, что у вице-президентов происходит еще один значительный скачок, еще одно значительное изменение, я был действительно счастлив, потому что компания решила, что за вклады, за достоинство людей, которые сделали много для этого бизнеса, премировать тех лидеров, которые достигли определенных результатов. Компания помогает им расти все выше и выше, повышать их ранг. И после топ-менеджера, который должен был расти на 4 линиях, скажем так, для того, чтобы стать вице-президентом, нам достаточно уже только 2 линий, 2 личных топ-менеджеров. Поэтому достаточно того, чтобы я помог 2 моим лидер-менеджерам стать топ-менеджером, моим личным менеджером, и я автоматически становлюсь вице-президентом. И вот это мне придало дополнительной энергии и промотивировало также и моих лидер-менеджеров. Они достигли ранга топ-менеджера, но потом они поняли, насколько легко стать вице-президентом, и они начали работать все больше. Потому что, конечно, и здесь мы уже увеличиваем наш процент, получаемый с продаж, и мы уже можем достичь 8,6% в 6-м уровне и до бесконечности. Мы получаем все так же бонусы в баллах на токены.ру. И если кто-то из нас будет использовать всю эту стратегию для того, чтобы увеличивать свою первую линию, то есть
будет создавать все новых и новых лидеров на своей первой линии и будет учить их, как дуплицировать всю эту систему. Нужно ставить перед ними цели. Они могут достичь в начале уровня консультанта, и они могут мотивировать в свою очередь своим партнерам ставить важные цели. И автоматически создается огромная структура. И она позволяет тебе иметь ежемесячный заработок от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. И вот это ориентировочный доход этого ранга. Потому что у нас, может быть, наша первая линия действительно бесконечная. Она может расти до бесконечности. У нас может быть 10 и 20. У нас может быть и 80 открытых линий нами лично. И мы можем зарабатывать в глубину до бесконечности вот такие огромные проценты. Больше, чем 8,5% с продаж в 6-м уровне до бесконечности. И именно поэтому мы имеем возможность зарабатывать до 100 тысяч долларов ежемесячно. На следующем слайде все мои топ-менеджеры, некоторые из моих топ-менеджеров стали вице-президентами, те, которые были привлечены мной лично, и я стал президентом. Конечно, я уже заработал намного больше денег, чем те, которые я когда-то вначале инвестировал. И для того, чтобы теперь стать президентом, ты должен сделать минимальный личный вклад на сумму 15 тысяч долларов. Но благодаря своему финансовому образованию, которое я уже получил, я, конечно же, прекрасно понимал, что чем больше я вкладываю в свое образование, тем больших сумм я смогу достичь, и тем больше сумм я получу также и благодаря инвестиционному портфелю. И это дало мне возможность зарабатывать в глубину вот эти проценты уже действительно очень высокие, от 9 до 10% с продаж. И я помог в том числе и моим людям вырасти. И после вот этого ранга президента мы можем достичь также, если мы достойно себя проявляем, каких-то других важных должностей в компании. Мы можем быть лидерами международного уровня, можем быть лидерами на национальном уровне, мы можем быть членами президентского совета. У нас могут быть офисы, открытые в разных странах мира. И мы становимся действительно лидером на международном уровне. И это дает вам уверенность в себе, это дает вам радость, это дает вам возможность расти лично и дает возможность также расширять ваши структуры до бесконечности, потому что если вы будете помогать вашим партнерам становиться большими, значительными лидерами, то и вы автоматом будете расти. И сейчас я хотела бы передать слово нашему значительному, большому, важному лидеру, которая многому меня научила, и которая как раз посоветовала мне выращивать мою первую линию. И вот сейчас она научит вас, Мила Сердюкова научит вас, как же превратить ваши мечты в реальность. Спасибо огромное всем и привет всем из Италии. Алло, раз-раз, как меня слышно? Благодарю, Драгош. Благодарю всех. Поставьте плюсики, если меня видно и слышно. Угу. Отлично.
Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Драгош рассказал вам о силе многоуровневого краудинвестинга и почему это направление в бизнесе совершенно уникальное. И как, наверное, многие из вас знают, мы одна из первых компаний, и, наверное, на данный момент в том формате, в котором мы работаем, мы, пожалуй, и единственная компания во всем мире, которая создала именно многоуровневый краудинвестинг. Те из вас, которые слышали наши вебинары, тренинги, отчетные встречи, то Андрей Федорович не раз говорил, что это профессия будущего и также профессия настоящего, потому что люди, которые входят сегодня к нам в бизнес, которые работают вместе с нами, развиваются, вы не только получаете заработок здесь и сейчас, но у каждого у вас есть знания, которые являются наибольшим активом для вас, и вы можете использовать эти знания также за пределами нашей компании. И самое главное, у каждого еще есть совладение глобальным портфелем. Мы все здесь совладельцы совершенно разных бизнесов. И вот эти три аспекта — бизнес, возможность заработка здесь и сейчас, совладение — это владение глобальным портфелем, который также в дальнейшем будет передаваться по наследству, пассивные доходы, связанные с глобальным портфелем, и знания — это три, наверное, наиглавнейших аспекта, которые и создают систему многоуровневого краудинвестинга. Поэтому, друзья, я вас всех поздравляю с тем, что мы все вместе с вами в этой компании, мы строим большой бизнес по всему миру. Как вы знаете, у нас уже больше 170 стран подключено, и нас уже больше 1 миллион. Поэтому есть за что порадоваться. Я очень рада, что сегодня мы с вами говорим именно на эту тему, потому что эта тема очень важна, чтобы вы ее понимали. И самое главное, чтобы вы понимали, как можно в этой компании зарабатывать. А можно следующий слайд? И как раз-таки этим мы сейчас и займемся. Драгош рассказал, как работает маркетинг-план. Он рассказал, что у нас есть статусы, у нас есть ранги. Это как, если сделать сравнение, аналогию с традиционным бизнесом. То есть если вы были наняты на работу, например, то обычно человек не начинает свой первый день там в роли руководителя, либо в роли генерального директора. Он начинает свою работу с роли там, ассистент или помощник, затем ассистент, помощник менеджера, менеджер, руководитель, директор. Также у нас компания маркетинг-план, он делится на ранги именно потому, что каждый ранг, он связан с определенным заработком, с определенным знанием, что человек растет в компании, он больше приобретает знаний, и, разумеется, у него меняется роль. Когда вы рангом агент, то у вас совершенно другие роли в компании по сравнению с рангом, например, лидер-менеджер, либо топ-менеджер. Поэтому с возрастанием ранга увеличивается заработок от маркетинг-плана, потому что открывается глубина, ну и, соответственно, и задачи, и обязанности тоже меняются. А здесь, конечно, никто из нас не нанятый работник, и мы все работаем сами на свой бизнес, и это, разумеется, один из больших плюсов многоуровневого краудинвестинга, где каждый человек может вкладываться либо по максимуму день и ночь напролет, либо можно работать на part-time, на частичную занятость, либо можно работать по желанию. Хочешь сегодня — занимайся бизнесом, хочешь — не занимайся. Приди к этому через месяц, через 2, твой ранг останется таким же, какой он был. Это тоже, между прочим, друзья, наши уникальные плюсы нашей компании. И когда вы делаете презентации, можно об этом открыто говорить. Итак, давайте посмотрим, почему у нас стоит слайд «Сколько стоит твоя мечта?» и как вообще мечта связана с маркетинг-планом. Скажите, пожалуйста, кто знает, сколько стоит его мечта? Можете прописать в чате, если вы имеете мечту и знаете, сколько она стоит. И напишите, сколько она стоит, чтобы мы посмотрели, какие у нас здесь мечтатели, насколько по-большому вы мечтаете. Так будет правильно. Ага, мечта Юли на 250 тысяч. Отлично. 3 миллиона 118 тысяч. 200 тысяч, 1 миллион. Ага. 10 тысяч, 8 миллионов. Отлично. Друзья, очень важно иметь ценник вашей мечте, именно потому что если вы, например, хотите купить дом,
и вы не знаете, сколько дом стоит, то очень сложно выстроить к нему логические планы, сколько вам в месяц нужно откладывать на этот дом, либо даже правильнее, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы какие-то деньги пошли на расход на вашу мечту. То есть ваша мечта, вот этот ценник, он очень важен. Когда вы составляете финансовые планы, это было одно из ваших домашних заданий. Обязательно прописывайте дату реализации вашей мечты, прям в финансовом плане прописывайте, сколько она стоит, чтобы вы затем могли построить логическую цепочку, как прийти к этой мечте, что мне нужно сделать для того, чтобы эта мечта осуществилась. Вопрос к вам. Хотите ли вы сегодня узнать, как можно разложить все по полочкам настолько просто, что эта техника, которую я вам сейчас расскажу, она просто вы сможете ее использовать на каждой вашей презентации, и вы увидите, насколько вообще люди будут сидеть с такими большими глазами и насколько быстро они включатся в ваш бизнес. Вы наверняка все это знаете. Драгош вам только что рассказал тоже об этой же технике, я только ее немножко дополню. Скажите мне, пожалуйста, друзья, если я хочу знать, сколько мне нужно заработать в месяц в нашей компании, какой документ мне нужно изучить для того, чтобы понять, какой объем мне нужно сделать ежемесячно. Какой документ сегодня у нас есть? Бонус-план, молодцы, маркетинг-план. Все верно. Маркетинг-план – это очень важный документ. Именно в маркетинг-плане вы видите потенциал заработка. Маркетинг-план, он отражает, что вам нужно сделать для того, чтобы получить желаемое. И в нашем случае мы сейчас с вами сделаем расчеты, мы с вами поиграемся с процентами, чтобы вы понимали, как правильно использовать маркетинг-план. Можете, пожалуйста, переключить на следующий слайд? И здесь у меня еще большая просьба быть очень внимательной. И те люди, которые были утром, напишите плюсики, есть ли у нас партнеры, которые были на утренней сессии. Были, ага. Отлично, друзья, вы, пожалуйста, послушайте эту сессию еще раз внимательно, потому что утром я допустила небольшую ошибочку именно с общим объемом. Сейчас я расскажу именно так, как я и планировала донести, но порой то, что мы планируем и получается в реальности, не всегда совпадает. Вот наподобие этого у нас, наверное, у меня получилось в утренней сессии. Поэтому сейчас я уже полностью подготовилась и написала все вам на листике, поэтому мы сейчас будем с вами вместе прорабатывать и идти пошагово. Поэтому полностью нужно ваше внимание. Договорились? Да, супер. Надеюсь, что другие чаты тоже с нами поддерживают, потому что я, к сожалению, ко всем чатам не имею доступ. Угу. Итак, давайте с вами рассчитаем. На примере очень простого числа давайте возьмем, сколько из вас хотели бы, например, в месяц зарабатывать, $1000. Давайте начнем с маленького. $1000. Как пассивный доход, то есть это, возможно, ваш не основной бизнес, возможно, кто-то из вас работает, и вы бы хотели вот каждый месяц получать, хотя бы 1000 юнитов в месяц именно на бизнесе. Я сейчас не говорю про программу лояльности, я не говорю про крипто-юнит, про какие-то другие источники дохода, которые есть в нашей компании. Именно для начала 1000 от вашего бизнеса. Угу. Отлично, записываем. Значит, 1000 юнитов в месяц – это мое желаемое число. Значит, что нам нужно сделать первое? Нам нужно рассчитать общий объем. То есть какое количество общего объема либо общих продаж мне нужно сделать, чтобы результатом этого общего объема у меня было 1000 юнитов. При этом мы будем сейчас просчитывать пока что только первый уровень, то есть мы берем 8%. Итак, какое количество объема мне нужно сделать для того, чтобы, если я беру от этого объема 8% моей комиссии, у меня получилось заработка $1000. Просчитайте сейчас, кто знает,
как это просчитать. Кто не знает, пишите минусик, что вы не знаете, как это рассчитывать. Либо если кто-то уже просчитал, то пишите ответ в чат. Большинство не знают. Кто-то уже просчитал. Все верно. Ребят, вот те, кто просчитали, вы молодцы. Очень вы у нас быстрые. Давайте напишем и расскажем всем другим чатам и партнерам нашим, как это рассчитывать. Формула очень простая. Желаемое число, которое вы хотите получить, это будет, например, 1000, да, что мы разобрали. Итак, $1000 мы умножаем на 100 и делим на 8. Еще раз, 1000 мы умножаем на 100%, и мы делим на 8%. 8% – это наш маркетинг-план, это наша первая линия. Записали все эту формулу? У нас получается 12500. Значит, что мы только что с вами выяснили? Если человек хочет зарабатывать $1000 в месяц от своей первой линии пока что, то ему нужно делать объем 12500. Идем дальше. Чтобы сделать объем 12500, сегодня средняя покупка у нас по всем странам мира, разумеется, я понимаю, что где-то есть плюс, где-то есть минус, мы берем среднюю. Это 1000. Да? Что мы делаем? Второе действие. Мы 12500 делим на 1000 юнит. Что мы получаем, друзья? Какую цифру? 12500, общий объем, делим на среднюю статистику. Сколько получаем? 12,5. Давайте все подключайтесь. Очень важно, чтобы вы все поняли, как это считать. 12,5. Значит, что мы только что с вами выяснили? Что если будет 12,5 покупок, при этом каждая покупка будет в среднем по 1000, как у нас по статистике, то будет 12 500 объема. Если будет 12 000 объема в первой линии, то комиссия 8% даст нам желаемый результат, это 1000 бонусов. Идем дальше. Что нужно сделать, чтобы получить 12 покупок? Как вы знаете, у нас в фонде тоже есть конверсия за год, есть конверсия за месяцы. Конверсия за год составляет 60%, конверсия за месяцы, она составляет в некоторых месяцах, там, может быть, 40%, в некоторых месяцах, может быть, 20%. То есть давайте мы возьмем среднюю от 60 и 20, это 40%, то есть возьмем конверсию 40%. Значит, третье действие – это рассчитать конверсию. 12,5 покупок мы умножаем на 100, делим на 40. 40% – это конверсия. У нас получается сколько на выходе? 12,5 покупок. Умножаем на 100. Все верно, Мила друзья. еще раз просит, Мила, если можно, просит повторить расчет последний. Последний расчет. Смотрите, мы сейчас высчитываем конверсию. 12,5 покупок мы умножаем на 100 и делим на 40%. То есть мы пытаемся понять... Нужно объяснить, что такое конверсия. Может быть, не все понимают, что такое конверсия. Хорошо, давайте задам вопрос по-другому. Конверсия – это, например, если я сделаю 100 встреч, то конверсия 40%, она даст мне определенное количество встреч на выхлопе, которые конвертируются в продажи. Это и есть конверсия. То есть когда из общего количества всех людей, с которыми мы делаем презентацию, появляются те, кто сделали покупки. То есть какой процент? То есть из каждой, если вы проведете 10 презентаций, сегодня по статистике в средней, из 10 презентаций 4 человека сделают покупку. Это значит, конверсия будет 4 человека из 10, то есть 40%. Понятно? Вот это называется конверсия. То есть мы сейчас идем от обратного.
Мы знаем, что нам нужно получить 12,5 покупок, и мы пытаемся понять, сколько всего нам нужно сделать презентаций, чтобы конверсия 40% дала нам желаемые покупки. Попонятнее стало? Это третье действие. Конверсия. Все верно. 31, только не раз, а 31 презентация. То для того, чтобы получить 12 покупок, конверсия 40%, нужно сделать 31 презентацию. Понимаете? И последний шаг, четвертый. Что мы делаем? Чтобы сделать 31 презентацию, или давайте скажем 32 презентации, и мы делаем с вами по 5 презентаций в день. Мы делим 32 презентации, делим на 5. Сколько дней, получается, нам нужно это делать? Какая у вас цифра получилась? 6,5, все верно, 6,4, если быть специфичной. То есть 7 дней, давайте скажем. 7 дней. То есть смотрите, что мы сейчас с вами рассчитали. Что если вы хотите получить на выхлопе $1000 в месяц, юнит в месяц, с первого уровня мы только просчитали, нужно, чтобы был объем $12,500. Для того, чтобы получить этот объем, вам нужно провести 31 презентацию. И 31 презентация даст вам желаемую конверсию. Понимаете? То есть напишите плюсики, кому стало это понятно. Вот эти 4 шага, что я вам рассказала. То есть, представляете, если вы будете делать 7 дней подряд, по 5 презентаций в день, где вы продаете именно пакет на 1000, то конверсия из этих 100%, 40% вам даст 12 покупок, 12,5 покупок. Эти 12,5 покупок, умноженная на 1000, средняя цена покупки, даст вам 12,5 тысяч объема. И если это ваш первый уровень, 8%, это будет $1000. Вот вы заработали за неделю $1000. Если вы увеличиваете количество презентаций, если вы, например, хотите теперь заработать не 1000, а, например, $2000 с первого уровня, то здесь есть два выхода. Первый, либо вы увеличиваете объем, умножаете на 2, то есть ваш объем должен быть 25 тысяч, либо вы увеличиваете количество презентаций, которые вы делаете. Таким образом, с увеличением количества презентаций конверсия все равно работает. Пускай для новичков конверсия будет не такая большая, там 40%, хотя я брала те цифры, что я с вами поделилась, это общая конверсия, включая всех новичков и старичков. Но пускай даже если в вашем случае будет меньше, потому что вы совсем новый, вы все равно поймите, что каждая презентация, когда она нацелена, когда она правильно, даже неправильно, когда она отработана много-много-многократно, работает конверсия. На английском это называется numbers game, игра цифр. То есть чем больше вы делаете, тем больше вы получаете на выхлопе. Только что я вам показала, как можно за 6 дней, 7 дней, допустим, за 7 дней заработать $1000. Это только первый уровень. Если вы покажете то же самое, что сейчас рассказала я, мы это называем, иногда вы, наверное, видели, может быть, тренинг Андрея Федоровича Хавратова, когда он рисует кружочки. Вот это и есть. Если бы мы все были бы в одной комнате с вами, друзья, я бы сейчас тоже нарисовала бы здесь кружочки, и вы бы поняли, как это вообще, в какой перспективе. Вот то, что я вам сейчас рассказала, 8%, это ваша первая линия, да, на примере 1000. А теперь представьте, такой же объем, 12500, у вас прошел по второй линии. Какой процент вы сегодня получаете со второй линии, если вы, например, агент и выше? Со второй линии какой вы получаете процент? 7%. Значит, ваша вот эта 1000, да, с объемом 12500, вы зарабатываете
1008%. Если ваш второй уровень делает 12500, вы зарабатываете с него 7%. Сколько, значит, вы зарабатываете? 7% от 12500. Угу. 875. Отлично. Молодцы. Теперь, если у вас по третьей линии прошло 12500, сколько вы заработаете? 5% у нас третья линия. Сколько вы заработаете от третьей линии? 625. Верно. Вот 3 линии. Если взять только 3 линии, вы сделали объем 12500. Первая линия сделала 12500. Третья линия сделала 12500. Вы, как первостоящий спонсор, получите 1000. Это ваша личная работа, ваши личные комиссионные, плюс 875 заработок с вашей второй линии, плюс 625 заработок с третьей линии. Вот вы заработали 2500 юнитов, друзья, за то, что вы рассказали вашим партнерам нижним, как им заработать 1000 бонусами, какой им нужен объем и какое количество презентаций они должны делать. А теперь давайте мы будем более амбициозными. И мы хотим зарабатывать, например, не 1000, а мы захотим заработать 5000, мы захотим заработать 7-10 тысяч. Тоже самая логика. Вы можете делать просчеты, как первые там линии 3, 5 и так далее. Также можете делать просчеты, уча свою структуру. И вы увидите, что когда ваши люди внизу понимают, как просто это считается, что все, что им нужно, это ориентироваться на общую сумму, все остальное будет работать вполне логично. И тогда, когда вы проводите презентацию, каждая презентация для вас уже не как вот мне нужно делать презентацию, вы понимаете, что мне нужно сделать энное количество презентаций, мне их просто нужно сделать. Если я не сделаю 10 презентаций, если я сделаю 10, простите, у меня конверсия будет 4. Если я сделаю 5 презентаций, у меня конверсия будет 1,5. Так что я хочу? Конверсию 4, которая мне даст заработок, который я хочу, либо 1,5 конверсию. Что я хочу? Я хочу больше зарабатывать, я хочу конверсию 4, значит, больше делаю презентаций. Понимаете, все очень просто, все логично. И вот эти 4 шага, что я вам только что рассказала, это и есть система дубликации, которую нужно показывать своим нижнестоящим людям. То есть нужно рисовать вот эти кружочки и объяснять, сколько ты хочешь зарабатывать. Давай теперь рассчитаем для твоего заработка, какое количество объема нужно сделать. Вот этот вопрос, который вам нужно научиться сначала самому понимать, затем научиться это работать со своими структурами. Сколько ты хочешь зарабатывать? Человек вам скажет цифру. Затем мы просчитываем общий объем его первого уровня, например. Затем мы используем конверсию, мы делим на среднюю покупку 1000, затем мы используем конверсию, и затем мы получаем количество презентаций. Все, план готов. Понятно? Напишите плюсики, кому это понятно, и, может быть, вы до этого как-то по-другому смотрели на маркетинг-план. Напишите, если для вас это было что-то, вот что вы первый раз слышите, вот именно такой подход к маркетинг-плану. Мало провести презентации, нужно сподвинуть людей, чтобы они купили АИПы. Ну, конечно, то есть, Татьяна, смотрите, мы считали общее количество презентаций, мы же не брали, что каждая презентация равно 100% покупке. Мы с вами взяли формулу, это реальная формула у нас в фонде, что из 10 презентаций 4 это будет покупки. Поэтому, если вы будете делать 32 презентации, и мы возьмем среднюю конверсию 40%, то у вас будет 12 покупок. Цель получить 12 покупок. Но чтобы покупка была, нужно сделать презентацию. Нету презентации, нету покупок. И не каждая презентация вам даст покупку. Именно поэтому мы используем конверсию. Это показатель, который показывает, как из
клиента, как из незнакомца человек становится клиентом, как он совершает покупку. Это и есть конверсия. Более четко, отлично. Я очень рада, что многие поняли. Я уверена, что другие чаты и англоязычные у нас поняли, и в Индии, в Испании, в Италии. Было бы хорошо тоже получить обратную связь, потому что, ребят, вот я когда начинала мои первые тренинги для тех вот людей, которых я подключала в бизнес, я всегда вот это включала в рандеву. То есть когда мы общаемся с человеком, и когда человек, например, говорит, что я бы хотел больше зарабатывать, мой первый вопрос: а сколько ты хочешь зарабатывать? А сколько ты хочешь зарабатывать, зная, что, например, ты этому бизнесу там посвящаешь, ну, хотя бы 2-3 дня в неделю, либо несколько часов в неделю. Вот сколько бы ты хотел зарабатывать? Человек даст вам какую-то сумму. Все, как только у вас есть сумма, вы рисуете с ним кружочки, вы прорисовываете. Если ты ставишь первый уровень, твой заработок такой. Если ты то же самое рассказываешь второму уровню, и они подключаются, твой заработок увеличивается, потому что ты получаешь 7% со второго уровня, 5% с третьего, 4% с четвертого и так далее. А те люди, которые у нас выше рангом, и я это заметила сама, если поначалу мои основные комиссионные были уровень 1, 2, 3, 4, 5, то когда уже вы переходите в ранг, например, лидер-менеджер, может быть, менеджер для некоторых, но вот с лидер-менеджера я увидела, что основной мой заработок был уже с уровней 13, 14, 15. То есть чем больше ты растешь рангом, тем шире у тебя, как нам сейчас перефразирую, чем больше ты растешь рангом, тем шире у тебя получается глубина. И чтобы обеспечить эту глубину, у вас должна быть хорошая первая линия, то есть у вас должны выстроены быть лидеры в первой линии. И когда у вас хорошая глубина, тогда вы будете получать чек уже из снизов. Поначалу вы должны делать эти презентации, вам нужно наработать, вам нужно понять, как это рассчитывается для того, чтобы вы могли научить других. Покажи человеку сегодня, любому, которому можно зарабатывать дополнительно, не знаю, 1000, 500, 3000, при этом ему нужно вот только работать 6 дней, да любой скажет: хорошо, я готов, я хочу попробовать, что мне нужно делать. И тогда мы начинаем уже наши системы, тогда мы начинаем с самого начала. Первая система — это список клиентов, и тогда мы идем с человеком по всей системе. Первую неделю человек обучается, он получает систему, получает шаги, делает планирование, понимает вообще, что это за бизнес, как это работает. Со второй недели вы вместе начинаете делать презентации. С третьей недели человек уже делает презентации сам, либо он подключает спонсора, если спонсор может подключиться. Вот это и называется дубликация, друзья. Я очень надеюсь, что было понятно. У нас, конечно, очень мало времени, и мы уже затянули сегодняшнюю встречу. Но я надеюсь, что она была для вас очень полезна. Напишите плюсик, кто сможет теперь в своих вот презентациях использовать вот такую логическую цепочку для того, чтобы показать человеку, как он может зарабатывать. Как только вы покажете человеку, откуда берутся деньги, что мне нужно сделать, чтобы мне заработать сегодня 1000, очень просто, то-то, 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 то-то. Как только вы покажете, где деньги, человек будет готов идти на действие. Если вы не показываете, откуда деньги, и у вас нет понимания, то человек тоже это прочувствует. То есть очень, очень часто мы, когда вот я до этого работала в продажах, и мы всегда работали с объемом. То есть мне нужно было понять, если я хочу получить комиссионный с клиента, какую мне нужно сделать продажу. Мне надо сделать продажу на 5000, либо мне нужно сделать продажу на 10 000. То есть, когда вот в линейном бизнесе кажется все просто, когда мы ту же самую логику перестраиваем на многоуровневый бизнес, многие в мозгах так ломаются. Хотя многоуровневый бизнес, наоборот, он дает еще больше пассива, потому что вы уже не работаете со всеми в глубине. Вам все, что нужно, это наработать с вашим первым,
вторым, третьим уровнем. Если вы правильно сделаете дубликацию, уже они будут работать с их первым, вторым, третьим уровнем, и постепенно у вас будет строиться огроменная структура. Отлично, я рада, что здесь уже друзья говорят, что я все смогу. Давайте мы переходим к следующему слайду и будем заканчивать сегодняшнюю сессию. У вас это будет в записи, поэтому, пожалуйста, просмотрите вот вторую версию, это вечернего нашего сеанса, чтобы вы поняли полностью, вот, как простроена логическая цепочка. Ваше домашнее задание. Первое – это написать 10 плюсов, почему МКИ более выгодный бизнес по сравнению с другими видами бизнеса. То есть если вы делаете презентацию, например, с традиционным бизнесменом, почему многоуровневый бизнес будет давать ему, например, больше возможностей? То есть что это за плюсы? Пока что прописывайте все плюсы многоуровневого бизнеса. Все то, что вам Драгош сказал, возможно, вы еще что-то из каких-то школ, из тренингов для себя получили, но пропишите просто 10 плюсов МКИ. И когда вы будете делать презентацию, вы уже будете автоматически вспоминать эти плюсы и будете их как бы вытягивать. Вот, я точно помню, если сравнить с традиционным бизнесом, то традиционный бизнес никогда не даст пассивного дохода от глобального портфеля, а вот наш бизнес дает. Хоп, вы это сразу плюсик добавили в презентацию. Или, например, если вы общаетесь с сетевиком, да, вы можете сказать, а вот у нас в бизнесе, как только человек заработал определенный ранг, мы не меняем ранги. Либо у нас многоуровневый краудинвестинг, у нас до бесконечности можно зарабатывать. Можно хоть всех ставить первый уровень, и можно также получать безлимитное количество бонусов с глубины. Вот, такое возможно только в многоуровневом краудинвестинге. Еще один плюсик. То есть прям пропишите все плюсики нашего бизнеса МКИ, и когда вы делаете презентации, вспоминайте и используйте их. Поэтому наша домашка прописать 10, если сможете больше, здорово. И второе домашнее задание. Оцените, сколько стоит ваша мечта. Именно поэтому мы начали с мечты, потому что мы все в этом бизнесе для того, что мы хотим реализоваться, мы хотим, чтобы наши мечты стали реальностью, мы все хотим быть богатыми, здоровыми, жить в достатке, мы хотим, чтобы наши дети и внуки ни в чем не нуждались. Не так ведь, друзья? Именно поэтому мы все здесь, мы обучаемся, мы делаем домашки дни и ночи напролет, мы собираемся, мы постоянно ходим на какие-то тренинги и на конференции для того, чтобы расти, обучаться и для того, чтобы все наши мечты сбылись. Так вот, сколько стоит ваша мечта? Напишите и пропишите, какие шаги вам нужно сделать, какое количество презентаций, либо какой объем вам нужно делать, например, ежемесячно. Если ваша мечта там стоит миллионы, то у вас будет довольно-таки большой объем. Но если вы разобьете эти объемы по месяцам, и вы заложите в эту формулу, что от вашего общего заработка вы берете, например, там, не знаю, 10, 15, 20%, и эти проценты будут отложены в вашу мечту, и вы это делаете осознанно, то каждая презентация, друзья, для вас будет один шаг к вашей мечте, потому что вы понимаете, что каждая презентация — это просто часть игры. Ее просто нужно сделать, потому что из 10 презентаций 4 будут клиента, и я на этом держу фокус, потому что я хочу, чтобы моя мечта сбылась, у меня есть план, я четко понимаю, что мне нужно сделать, какое количество встреч, я понимаю, какой объем мне нужно привлечь, и я готов это делать, и каждая презентация для меня — это один шаг ближе к моей мечте. Если это да, и человек готов, супер, значит, у меня один человек стал партнером. Если человек хочет делать бизнес, это еще круче. У меня не только стал человек, сделал покупку, но теперь он хочет делать то же самое, что делаю я. А значит, у меня будет появляться второй уровень, третий, четвертый, пятый. Возможно, это потенциальный лидер. И вот так потихоньку мы все вместе, и каждый из вас индивидуально придет к своей мечте. И я вам этого желаю, друзья. Хороших вам выходных. Я надеюсь, что эта сессия для вас была очень полезна. Хотела еще немножко рассказать под итог, но мы не входим уже во время.
Просмотрите, если необходимо, все прошлые сессии, которые у нас были понедельник, среда, пятница. Обязательно делайте домашние задачи. И в субботу, завтра, у нас будет презентации на очень многих языках. Юля Булатова в чате скинет, обязательно обратите внимание и приглашайте людей на субботние презентации, потому что они делаются профессионалами, это те люди, которые у нас уже достигли определенного ранга в компании, и если вы еще не совсем хорошо делаете сами презентации, то вы всегда можете пригласить человека на презентацию кого-то другого, более опытного, и плюс самому поучиться. Когда я училась презентации, я просто слушала, записывала какие-то ключевые моменты, и потом повторяла много-много раз во время презентации, во время рандеву. Ну, на этом все, друзья. Хорошего вам праздничка. И да, мужчины, с наступающим вас праздником мужчины, 23 февраля в России, День мужчин. Поэтому поздравьте своих партнеров, особенно, кстати, те, кто не находится в России, но вы работаете с русскоязычными партнерами, у них большой праздник у мужчин в воскресенье, так что все другие языки присоединяйтесь к поздравлениям 23 февраля, мужской день. Я вас благодарю, всего доброго и пока-пока.